Сегодня 14 августа 2026 года, и всех приветствую из Одессы. В Одессе продолжается туристический сезон, погода всех радует, людей в городе много, несмотря на то, что обстановка достаточно сложная. Привет, привет. Знаете, только начинаешь настраиваться на какой-то позитив, на что-то хорошее. Осталось 2 недели лета, и хочется, чтобы какие-то вообще хорошие воспоминания из жизни были. Но что везде творится, боже, какие ужасы везде творятся. Эта война портит людям жизнь просто ежедневно и вообще круглые сутки. И ой, я зашла сегодня в новости, просто расстроилась, что везде происходит, сколько разрушений и в Одессе, и за городом. И даже мы думали, поедем в село, отоспимся, потому что в Одессе такое творится, ну вот реально бесконечные обстрелы. И приехали в село, и последняя ночь, конечно, была очень страшная, потому что летело большое количество шахедов, недалеко были слышны даже взрывы. Ой, эти шахеды, когда пролетают над домом, конечно, это очень-очень страшно. Если в городе еще какие-то многоэтажные дома, есть паркинги, есть бомбоубежище, то в селе ты себя чувствуешь просто под открытым небом. Люди живут и не бегают в укрытие, потому что просто некуда бежать. Это все очень страшно. Я начитала сегодня с утра новостей, как я вам говорю, и что-то совсем поникла и расстроилась. Мы когда ехали в село, уже выезжали из Одессы и видели, что куда летят шахеды. И падали тогда они в небольшом городе, и как раз мы через него проезжали. И так получилось, что мы проезжали улицу, где шахед попал в жилые дома. Там пострадало, по-моему, 3 дома. И мы, когда проезжали, видели большие пожарные машины, полицию, и стояли люди просто под своими домами. Дома там были без крыш, без окон. Ну, вроде бы как все живы и целы. Ну, конечно, какие-то травмы все равно у людей есть. Вот, но главное, что хоть все живы, и это безумно страшно. Эти расстроенные лица людей. И что вам сказать? И, честно, не поднялась рука даже снимать видео этих разрушенных домов, потому что у людей такое горе. Вот, честно, просто не поднималась рука. Мы проехали, конечно, эти ужасы, и как страдают украинцы, и как нам всем хватает нервов, чтобы не сойти с ума, чтобы держаться. Мы, конечно, все очень большие молодцы. Кажуть, що ми, українці, незламні, бо так воно і є. Сколько мы всего уже пережили, ракеты, шахеды, бесконечные обстрелы, сколько трудностей, и все равно идешь по Одессе, люди все равно приезжают, люди отдыхают, люди ездят на море, гуляют по городу, ездят на экскурсии, все равно все хотят нормальной жизни, и сейчас такие обстрелы и автотранспорта, и железнодорожных путей, и поездов, но люди вот хотят ловить каждый момент жизни, и очень-очень многие не боятся и все равно даже едут. Вчера шахеды атаковали поезд Днепр-Одесса, в котором ехало около 400 человек, и, к сожалению, погибли машинист и его помощники. Я считаю, что эти люди действительно герои, и они спасли большое количество людей тем, что они не выпрыгнули из кабины, они продолжили останавливать поезд и отдали за людей свою жизнь. Вечная память этим людям. Как я говорю, страшно заходить в новости, потому что все время читаешь о человеческих трагедиях, о событиях, которые происходят все время, какие-то атаки. Поэтому равнодушным к этому оставаться сложно. И сейчас такое время, что всем нужно быть очень и очень осторожными. Вы знаете, мы, украинцы, не были бы украинцами, если бы не умели переживать трудности. Я как смотрю ролики в сети, как люди с позитивом относятся ко всему, это, конечно, редкое явление. Вот в области на пляже просто из шахеда сделали столик, а другие люди вот как бы не предупреждали не подходить к опасным предметам, не подходить к этим шахедам, все равно люди вытаскивают их на берег, разбирают, но никогда этого не повторяйте, потому что там может быть боевая часть, и он может взорваться.
Температура воды в Черном море у берегов Одессы продолжает радовать и одесситов, и туристов. Водичка остается теплой, плюс 23, плюс 24 градуса, и многие сейчас не только ездят позагорать, ну, конечно же, ездят и купаться, но, к сожалению, люди забывают о безопасности. И вчера в области мужчина захотел доплыть до косы, и, к сожалению, не знаю, что там произошло, но он утонул, и его не удалось спасти. Поэтому будьте осторожны, потому что наше Черноморье действительно вечером в опасно. телеграм-пабликах появилась просто жуткая новость о том, что произошло на 16-й фонтана. Там в результате обвала, обрыва пострадал человек. Спасибо всем людям, которые были на пляже и принимали участие в спасении до прибытия экстренных служб. Люди самостоятельно достали потерпевшего с этого обвала с помощью гидравлических домкратов и инвентаря с ближайшего строительства, которое нашли. Но, к сожалению, мужчина сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. Ой, не подходите к обрывам. Сейчас многие ездят за город, в область, отдыхать на море, и даже мы показывали вам в прошлом видео, на некоторых курортах есть очень высокие обрывы. И под ними нельзя ложиться, под ними нельзя ходить. Вы представляете, мы вот даже вот сидели с Ирой, разговаривали, вы представляете, вот когда прилетает ракета или шахед, то такие взрывы, что вибрирует земля просто, вот она действительно вибрирует. Где бы этот взрыв, в каком районе города или в селе, даже в соседнем селе происходит взрыв, и вот в доме двери открываются, окна открываются, потому что вот эта волна идет, и вот это все содрогается. И мы даже говорили о том, что как сейчас сыпется везде, может сыпаться везде обрыв, потому что он без этого все время падал. А сейчас, представляете, вот эти вот бесконечные вибрации постоянно. Так что будьте осторожными, не гуляйте под обрывами, под вот этими скалистыми такими в Одессе, в области. Вот в Одессе они не везде есть, но на 16-й фонтана есть. И видите, вот просто взял, и на человека он обвалился. Будьте осторожны. И детям своим рассказывайте, что нельзя ни в коем случае ходить под обрывами. Вот люди так паркуются, а потом обижаются, что их машины увозят эвакуаторы. У меня иногда люди в комментариях спрашивают о переименовании парка Горького, почему в парк Марка Твена и каким боком Марк Твен вообще к Одессе. Вот эта гостиница лондонская, это первый отель, первая гостиница такого масштаба в Одессе. И когда-то, говорят, здесь останавливался сам Марк Твен. И когда он приехал в Одессу, он остался под большим впечатлением и просто влюбился в наш потрясающий город. Поэтому в честь него и назвали парк. И хорошее название, потому что Марк Твен писал потрясающие детские книги. И парк у нас Горького бывший тоже очень красивый и для детей. Поэтому, знаете, оно как-то логично. Каким невероятно красивым бывает небо. Жаль, с города здесь в центре не видно полноценно закат. Как я говорю, несмотря ни на что, Одесса, одесситы, украинцы стараются держаться и верить, что все у нас будет хорошо. Берегите себя и своих близких, реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Всем хорошего вечера, хорошего настроєння, ну і тихої, мирної ночі для кожного міста України.